Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз. Что идет в вашу жизнь? И с чем это будет связано до конца августа? Или с кем? Вот именно до конца августа у нас такие планетарные транзиты, очень важные, которые создают, знаете, как траекторию на далекое будущее. И ведь любая траектория, согласитесь, она начинается с каких-то внутренних процессов. И причиной тому в конце августа Венера, которая переходит из знака зодиака Рак в знак Льва. Это происходит 25 августа. И если мы говорили просто потому, что люблю, когда Венера в Раке, да, это эмпатия, это гармония, это наши близкие, это когда в целом желание, когда вот все было хорошо, чтобы все было хорошо, или быть с конкретным, может быть, человеком, обустроить семейное гнездышко, улучшить там бытовые условия, вот и такое тоже, да, или просто отдохнуть, да, как нега. Но это тоже очень важно, сделать перезагрузку. То 25 августа у нас Венера, символ малого счастья, переходит в знак зодиака Лев, и это уже больше сфера достижений. И мы понимаем, что Венера – это не только про любовь, это чувства, эмоции. И как планета Венера, она еще олицетворяет собой финансовый достаток. То есть, видимо, на злобу дня какие-то финансовые вопросы нам придется очертить более четко. Откуда к нам приходят деньги? Или финансовая стабильность? Как мы это можем себе организовать? И если просто потому, что люблю, это по Венере в раке, то теперь в знаке зодиака Лев мы сами себе задаем вопрос. И какой в этом смысл? И не обязательно это про отношения. То есть здесь более что-то идет осмысленное. И второй планетарный транзит светило Солнце в знаке зодиака Дева, а это у нас критическое мышление. То есть мы не просто чего-то хотим и надеемся на что-то призрачное. Нет, вот мы понимаем, что а вот обустроить-то что-то нужно. Я не останавливаюсь подробно, приглашаю вас на свой сайт. Уже опубликовала этот астрологический прогноз, так и называется, до конца августа. Такой старт в будущее мы берем, и начинается где-то с наших правильных мыслей, с того, как мы просчитаем, рассчитаем. Может быть, какие-то согласования проведем или важные беседы состояться должны. Мы должны понимать, словно на каком небе мы находимся. Но все то, что я сказала, правда, вопросы пары, вопросы семьи, вопросы жилища, эмоций, надежных людей, мои дорогие, по десятке кубков, это наше ближайшее окружение. Те, кто вам помогает, кому вы помогаете. И потому что наш мир, он до конца 2025 года, поверьте, нас еще не раз удивит. А в 2026 году это у нас год огненной лошади. И там вообще могут быть такие непредсказуемые события, неожиданные, как развороты обстоятельств. И когда рядом с нами надежные люди, наша жизнь, она более понятна. Или мы себя чувствуем более защищенными, ведь это очень важно. Поэтому я несколько раньше делаю это видео. И для тех, кто смотрит, может быть, вы уже на сегодняшний день об этом задумались. Ну ладно, так что же идет в вашу жизнь? Что идет в вашу жизнь? Кому интересно, по ссылке перейдет, прочитает. Я думаю, информации будет больше. А мы достанем просто 3 карты, не задавая вопросов. И посмотрим, что это такое. Какой приоритет нам раскроют карты? Посмотрите, аркан Луна. 1000 неопределенностей. Но Луна это где-то рак, потому что это планета-управитель, точнее светило, управитель именно знака зодиака Рак. И все то, что как Венера в Раке, вот эти эмоции или то, что у вас складывается до этого времени, до, может быть, 25-го, до конца месяца, то, что вы себе задумали, вы теперь будете думать, хорошо, а как это воплотить в жизнь? И со знаком плюс проходят как раз наши близкие, искренние отношения, забота, нежность, ласка, внимание друг к другу. Но и понимание, что себя нужно беречь. По Луне мы тут не выбираем. Обычно, пусть вы вот не в этой колоде, а в другой, нам чаще всего как две колонны, или как бы вот, ну вот есть какие-то ограничения. И может в начале, точнее, когда мы смотрим на классические карты Таро, показаться, что словно выбор нужно сделать, так непонятно, что, куда.
И где-то так вдалеке прорисовывают художники, луна мерцает, да, вот как будто отражение падает в воду. Здесь по-другому, здесь у нас кот, который смотрит свое отражение, и карта больше говорит, у страха глаза велики, да, она буквально тут уже пума, а не котик милый. Но если на классическую колоду, вот эта луна, которая вдалеке, она, ну, как заставляет нас себе задать, самим себе задать вопрос, а готов ли ты нырнуть в эту пучину вод? Готов ли ты окунуться в это еще пока неизведанное? И тем не менее нам говорят, тебе придется пройти как будто между этих двух колонн. Между, как знаете, на выборе вы можете думать, вы стоите, а вам нужно не отказаться ни от одного и ни от второго, а отстроить какую-то среднюю траекторию. Это сделать не всегда просто. Но тут уже больше философии. Но вот если мы говорим, что идет в вашу жизнь, вы можете какие-то вопросы ставить под сомнение, именно потому что не знаете, как их решить. Ладно, что идет в вашу жизнь? Ух ты. Император. Смотрите, еще один старший аркан. И я вижу, что на вас так события воздействуют, что вам как будто нужно брать ответственность. Может быть, вам кому-то нужно и согласовывать что-то. Вот с такими императорами то у нас проходят чиновники. Есть закон, порядок, что олицетворяет карта. Может быть, буквально буква закона, и вы будете путешествовать по инстанциям, организациям, учреждениям. У кого-то это вопросы учебы. Иногда учеба, именно учреждение образования, тоже проходит. Кто-то из вас может определяться, куда я иду, или ждать результатов после экзаменов, или, может быть, без экзаменов какие-то собеседования у вас проходят по части обучения или планируемого обучения. Но кто-то может и буквально составлять важные договоры, заключать, точнее, какие-то соглашения или подписывать важные бумаги. Но, тем не менее, элемент законности, он все-таки присутствует в вашей жизни или заставляет вас где-то карта учитывать, как в отношении вас работает закон или система иерархии. Вам придется в конце августа, может быть, и столкнуться с сильными мира сего. Может быть, это конкретно руководитель, а у кого-то это могут быть, опять же, ну, когда же представители власти, такое ведь может быть, да, или люди, которые наделены какими-то полномочиями, вот как император, и вам придется принимать очень важные решения. И, опять же, в каком-то контексте брать ответственность. У кого-то это в личной жизни может проиграться дома, такой император. Правда, бывает и такое. Это такой, знаете, ну, жесткий человек. Но и на вас эта карта может точно так же оказывать влияние, потому что для вас она может символизировать построение карьеры. Может быть и такой взлет по карьерной лестнице, и сложится какая-то удачная обстановка. Пусть не для всех, просто два старших аркана. Во-первых, старшие, и значит на вас будут оказывать влияние, воздействие, те события и новости, информация, которую вы видите, слышите, в какой обстановке вы находитесь. И где-то что-то будет непонятно, и именно вот этот фарватер между. Раз непонятно, не откажись ни от первого, ни от второго. Пройди как-то узко, бочком, да, но чтобы, пока ты разберешься, ведь аркан Луна говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Но что-то ты тут убыстрить явно не можешь. А вторая карта, аркан, император, говорит, что, ну, мир ответственности, поэтому перед тем, как вы подписываете какие-то документы, все прочитайте, за что вы берете эту ответственность. И будьте мудрыми императорами. Есть наши задумки, безусловно, есть наши желания, куда же без них, и это здорово. Но мудрый император понимает, что да, для того, чтобы он какую-то свою тему осуществил в реальной жизни или цель, намерение, ему придется корректировать мелкие планы. Потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. И две ипостаси, на которых мы не влияем, но это влияет на нас. Первое – люди и их мнение. Поэтому где-то дипломатом точно быть стоит. И второй момент – это внешние события. Тут тоже нам приходится скорее организовывать собственную жизнь в каких-то, опять же, обстоятельствах или условиях. Вот что-то такое важное может стоять на кону. Что идет в вашу жизнь?
Еще один старший аркан. Вот смотрите, это идет. Что-то не будет двигаться очень быстро, поэтому не ставьте жестких рамок по срокам. Здесь и самому будет важно не переусердствовать, правда, аркан Луна и вот все то, что я сказала. Потому что какая-то ситуация, если мы, допустим, нам может казаться, что мы на выборе, или нам может быть страшно по этой карте, внутренние страхи. Страх искажает реальность, и мы тогда бездействуем. Так вот, если совсем бездействовать, а не прояснять что-то, не пытаться, может быть, такими не семимильными, а аккуратными шагами новое творчество или какой-то новый вид деятельности. Ну, я для примера. Или пусть какие-то согласования на кону, значит, попробовать с одним человеком переговорить, с другим человеком, посмотреть, как заходит кому-то другому ваша тема, каким образом можно к ней подступиться, понимаете? Но в итоге-то нужно найти какой-то вам выход. А если мы бездействуем, аркан повешенный. Хотя повешенный означает то, что мы сами где-то, человек себя перевернул, чтобы увидеть, как под другим градусом, под другим углом, какую-то проблему, тему с другой стороны. Ну и карта где-то тоже об этом говорит. Но ведь это еще и символ жертвенности, поэтому жертвенности не должно быть никакой. В центре у нас аркан император. И поскольку просчитать не можем, значит искусство мелких шагов. Может быть, это и еще и карта говорит, что опять же выбор. Ведь это как Т-образный перекресток. Вот мы куда-то ехали, приехали, все. Дорога прямо не идет. Это мы как в забор упираемся. Нам направо или налево. Вот какой-то такой выбор может стоять на кону. Ладно, давайте посмотрим. С чем же это будет связано? Аркан Луна. Что это может быть? И пусть это будут приятные эмоции, вопросы пары, семьи, дома, взаимодействия, продолжение. Может быть, у кого-то финансовый вопрос, когда недостаток финансов вас может побуждать, каким образом увеличить этот эквивалент. И, кстати, карта говорит, будь спонтанным, будь легок на подъем, будь готов рассмотреть разные варианты, то есть будь где-то лобильным более. Да, еще одна двойка, какая-то тупиковая ситуация. Двойка мечей, это правда, мы как должны какое-то что-то одно вот выбрать. Может быть, у вас выбор стоит между и между. По четверке пентаклей мы можем бездействовать попросту, вот сидеть и ничего не делать. Может быть, какая-то двойственная ситуация в отношениях, может быть, хотя больше я вижу денежную ситуацию, которую вы пытаетесь решить. А, иногда все-таки мы все разные. У кого-то ревность, мои дорогие. Вот, и с ревностью хочу, чтобы было так. Хочу, чтобы этот человек был со мной. И мы тут сохраняем. А может быть, это у кого-то попытки выйти из какого-то финансового тупика. Потому что ничего ж не происходит по четверке пентаклей. Все-таки выбор вы какой-то делаете, это точно. По восьмерке кубков, ну, тут просто у каждого свой будет выбор, потому что старший аркан Луна. То есть вы все равно придете к выводу, что что-то нужно начинать и продолжать. И пока я не начну, я не узнаю, работает это в отношении меня или нет. Тут, правда, вы будете попросту, первое, определяться, второе, делать первые шаги. Вот такие осторожные, аккуратные, как будто по-другому никак, а вы люди интуитивные, слушайте свою интуицию. Ведь аркан Луна – это еще и интуиция. А вы, мои дорогие рыбы и рыбки, вы люди мудрые. Поэтому бывают в нашей жизни, согласитесь, такие моменты, которые логике, ну, ни разу не поддаются. И интуиция – это не что-то абстрактное, это наш, как тандем интеллекта, высшего разума и нашего пережитого опыта. Того опыта, который уже мы так хладнокровно смотрим на какую-то ситуацию, он просто нас уберегает от ошибок. И не путайте интуицию, мы, если мы говорим именно об интеллекте. Так вот, интеллект, высший разум не нужно путать с сознанием. Помните, что сознание – это вот как компьютер, программа, шаблон. Это привычка, мои дорогие. Поэтому тут не, есть нечто более высокое. Или то, что логике не поддается. Но, слушая интуицию, вы понимаете, что нет. А вот именно так мне нужно сейчас поступать. Пробуйте что-то. Для вас это может быть какой-то кардинальный поворот к новым возможностям. Ладно, что такое император, чем или с кем
это связано? Может быть, какие-то вопросы? А королева Пентаклей с близкими. У кого-то творческий проект. Может быть, творческий проект или оформление, ну, может быть, документов на предпринимательство, на вашу занятость. Вот что-то такое все же Пентакли, да, тут работа тоже. И королева Пентакли – это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. И я так вижу, мои дорогие рыбы, это может быть ситуация даже внутрисемейная, когда вам приходится договариваться вот с таким императором, либо вы сами вот такой император, или сама даже вот такой вот император, а ваша сторона вам может какие-то толковые вещи говорить. Может быть, даже кто-то из ваших близких, ну, где-то любит вас, понимает вас и сдерживает собственные эмоции. Вот, кстати, в таком дуплете я могу предположить, и я могу точно так же взаимную, как взаимопомощь, да, между партнерами или, может быть, между близкими людьми, между родственниками, партнерами по бизнесу. Ну, тут можно до бесконечности. И одновременно вопросы жилища. Вот что-то подобное. С чем это еще может быть связано? Тут финансовый, да, с вашей семьей. По десятке пентаклей, да, тут, конечно, и вопросы, откуда к нам приходят деньги. Не без этого. Но, может быть, это деньги партнера для кого-то и так. Либо ваши деньги, и вы как-то это увязываете с вопросами взаимоотношений, ну, семьи, понятно, каких-то планов на будущее. И еще одновременно все-таки я вижу вопросы дома. Потому что и император, и королева Пентаклей – это дом, это благополучие, это буквально стены или место нашей безопасности, куда мы приносим самих себя, и наш дом принимает нас любых. Для отдыха нужно отстроить это место хотя бы просто потому, чтобы и мысли было где приводить в порядок, может быть, и уединиться. Иногда это очень важно. Когда все оставляют тебя в покое, ну и вот какие-то вот эти турбулентности мира внешнего мы тоже оставляем как за дверью, за окнами, где-то там, за пределами нашего дома. Вот для вас восстановление сил и как взаимоподдержка. Вот это будет очень важно. Какие-то очень такие серьезные задачи вы будете перед собой ставить. Очень благополучные карты, что бы вы тут ни задумали. Я много позиций проговорила как раз для себя это благополучие и отстроить. Давайте узнаем, что это нам тут про повешенного говорят или про какую-то застрявшую ситуацию. Ну, я такое, кстати, могу предположить, что из прошлого встреча с каким-то человеком. Может быть, это того, кого вы знали, не обязательно даже это личная жизнь, но, может быть, какие-то отношения у вас подзастряли, да, и вы уже перестали думать, или вы даже с чем-то определились, а тут раз тебе и человек появляется, или просто какое-то предложение, причем по шестерке кубков искренне идет предложение. Может быть, это и касается работы у кого-то, взаимодействия, но вы так вот не знаете, как к этому подступиться. Может быть, и через отношения даже как по работе, да, вас вспомнили на работе как о хорошем сотруднике и предложили вам работу, ну или какую-то часть работы, потому что именно вы можете что-то сделать очень хорошо. Но больше я по шестерке кубков вижу какие-то хорошие вести, мои дорогие. Ладно, с чем это связано? Что же это идет в вашу жизнь? А праздник идет. Тут, знаете, я не могу сказать, что это прямо вот какая-то любовная история возвращается. Нет, потому что аркан повешенный. Но, может быть, это даже, знаете, какая-то ситуация, которая касается не совсем вас, а людей, с которыми вы, опять же, взаимодействовали. Будь то работа, будь то, может быть, и ваши близкие. По шестерке кубков иногда ведь идут именно наши родственники, причем и родители, иногда бабушки, дедушки, там, ну вот кто-то, да, и, из вашей семьи, и вот тут есть какая-то радость вот у вас в конце. Может быть, это правда, вот есть какая-то ситуация, или его Величество случай, или какие-то добрые вести, когда вы будете радоваться. И я-то так вижу, то тут возможности к вам идут. К финалу подходит вот этот тупик. Давайте еще спросим. Так что же это идет в вашу жизнь? А вы можете чувствовать, что приходят новые возможности, и я теперь снова на развилке.
Правда, по пажу жезлов, пажи — это у нас вестники. Весть какая-то. Но это вы можете чувствовать. Так, а что это еще? По королеве мечей, вы знаете, это не только вы, а кто-то может быть еще на выборе. Может быть, и вам придется вот так. Ну, королева мечей — это та, которая отказывается от чего-то. Или прообраз Юдифи, я часто об этом говорю, и мы знаем, что уж отрезала, так и отрезала. И этот героический поступок, поэтому она, наверное, и вошла в историю Ветхий Завет. Вот тут какое-то очень важное решение у вас на кону будет стоять. Хорошо. Что это для вас означает? Соблазн. Тут есть какой-то соблазн. Но по 15-му аркану тут, знаете, нужно быть рациональными. Какие-то вещи обозначить такими, какие они есть. 15-й аркан говорит, не заиграйся, иначе какая-то игра может перейти в опасность. Может быть, для кого-то из вас, вот я теперь допускаю, с учетом первых двух карт, и правда, у вас уже сложилось, ну, к примеру, пусть не для всех, но должна озвучить. У вас сложилось, может быть, и были какие-то именно любовные, личные истории с человеком, который был вам очень дорог. И вы к нему испытывали самые теплые чувства или вопросы страсти. И не сложились с ним отношения. Какая-то история была завершена. И тут вдруг у вас тут уже что-то другое на кону. И вдруг человек возвращается, как ни в чем не бывало, со свежими эмоциями, что-то предлагает, как бы визуально приносит праздник, и вот заново вспыхивает страсть и желание быть с этим человеком. И тогда нам сразу говорят, посмотрите, делай выбор сразу, иначе, если не ты его сделаешь, тайное станет явным, и этот выбор сделает другой человек. И уж отрежет, так отрежет. Вот это интересно. Ну хорошо, а другая история какая? Просто вот буквально так карты. Вы знаете, не замечтаться. У вас как, знаете, жизненный экзамен. Вот что-то подобное у кого-то. Пусть не у всех, мы все разные, но для кого-то вот такой выбор. Как будто вот как по 15-му аркану. Как искуситель, да? Вот вас может на проверку такой какой-то экзаменационный вопрос устроить сама судьба. И по рыцарю мечей правда и ничего, кроме правды. Мы ищем истину, и мы ее находим. Но вот, видимо, есть какая-то тема, когда вы не должны снова, вот я тут вижу, аркан повешенный кого-то из вас предупреждает, что ты можешь снова оказаться в тупике, если что-то повторишь, как в прошлом. Ну, может быть, у кого-то и по части работы, занятости. Но вот сохраняйте, вот посмотрите, центральные карты. Посмотрите, сколько возможностей. Поэтому тут определяться придется. Вот видите, вот и первое, да, по Луне, что-то непонятно. Может быть, это у кого-то именно личная история такая, непонятная. Но, видимо, отделить зерна от плевел, если даже это не так просто сделать, вам необходимо, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.